Почему в мире сейчас такое неспокойно? А бутылку меня не сажайте. Владимир Путин молодец. К светлому будущему, Он нацистов уничтожает. к миру на земле, Надо через трудности пройти, все будет хорошо. Куда мы его ведем, туда он ведет. к равноправию, к успеху. А-ля мировое господство. Что еще должно произойти в нашей стране, чтобы люди... Куда мы все идем? Все поживем и умрем, и все. Мы в него верим. Как вы думаете, куда Владимир Путин ведет нашу страну? Ой, черт знает куда. Путин Нужное русло ведет страну. Нужное русло. Какое, вот как вы считаете? Молодец, он за справедливость. Все будет хорошо у нас, я думаю. Я поддерживаю его инициативу. Вперед! Может, назад? Только вперед! На Запад, на США. Не знаю. В зависимости от того, как Сначала на Украину, потом на США уже. Только к победе. Только к победе. О какой победе? Нашей, с вами. И куда мы его ведем, туда он ведет. К хорошему будущему. Который, может быть, будет, скорее всего. А что, разве плохо? Открытый город стал. Смотри, сколько иномарок стало. Раньше только Победа и Волга ходила. Можете за границу ездить теперь, летать можете. Что, плохо разве? Но я руками зарабатывал. Я краснодеревщик 5 разряда, реставратор старинной мебели, эксклюзивный, полурублевки перекрасил. Нормально, мне нравилось. Сейчас занимаюсь на даче, рыб развожу, продаю бабин двор, форель. Без проблем. Хороший, очень. А ведет-то нас куда всех? Ну, куда мы все идем? Все поживем и умрем, и все. Не знаю, не могу сказать, не могу ответить на этот вопрос. Сейчас вообще молодежь особо политикой не интересуется. Куда Владимир Путин ведет нашу страну? Вы знаете, я этими вопросами не интересуюсь никогда и не заморачиваю голову. Поэтому я человек верующий, я верю в Бога, верю в то, что правление его скоро будет на земле. Поэтому для меня это важнее всего. к успеху. А в чем проявляется успех? Ну, к самостоятельности. Он начинает строить отношения с другими странами. Там Беларусь или так далее. Допустим, карты МИР можно воспользоваться ими в Беларуси, в Турции и в дружеские страны. Вперед. Ведет вперед, чтобы мы все остались при своем мнении, при своем народе, при своей земле. Так и будет. Я не знаю, ко дну, наверное. Что нам делать? Вот, Наверное, как-то смириться с этим, я так думаю. скажите, ничего нельзя изменить уже все? Ну, правительство, оно все куплено, что там менять. Непонятно вообще. Вот, реально. Сложно сказать на данный момент. Перемен хотите? Да. Да. А это не Владимир Путин. Он просто дает возможность. Вы знаете, я был уже за границей, и там настолько закомплексованное население, когда меня спрашивают, а как, по вашему мнению, Путин вот так или вот так? И я ответил, вот так. Надо иметь в виду, почему в мире сейчас такое неспокойно. Рушится финансовая пирамида капиталистических стран, потому что капиталистические страны никогда не жили по Марксу, по модели Маркса. Деньги, закупки сырья, закупки оборудования, найм рабочих, получение прибавочной стоимости, продажа, расширенное производство. Всегда нужно было кого-то грабить. Причем об этом они всегда говорили, не стесняясь. Я из Беларуси. Очень красивая. Спасибо. А в Беларуси все плохо, и здесь не лучше. Что делать молодым, юным и красивым, и как спасаться от диктаторов? Учиться, уезжать. Я думаю, одному ему известно, и то не факт. А нам-то всем что делать? Куда идти? Бежать? Хотите меня спросить совет, как жить? Ну, ориентироваться по ситуации. Наверное, так. Я не знаю. Я не могу сказать в этом случае ничего, куда он ведет. Очень грустно. За детей, за внуков. Ну что такого? Ну что еще должно произойти в нашей стране, чтобы люди проснулись, увидели происходящее? Ну, я не знаю. Жалко. Жалко страну, жалко людей. Всех жалко. Рано или поздно ситуация будет такова, что
люди начнут жить так, как они хотят. Куда Путин страну ведет? Не знаю. Знаете, вот мы тоже не знаем. К хорошему, плохому. Вы знаете, то, что вам не скажу. Да. А вот он недавно сказал, что для того, чтобы хорошо жить, надо еще 10 лет потерпеть. Вот готовы еще потерпеть 10 лет? Навряд ли. Что делать тогда нам всем? Не знаю. В данный момент правильно поступает. Я считаю, что он нацистов уничтожает. Я студент, наверное, многого не понимаю, но с точки зрения внешней политики он все делает правильно. Может быть, это сейчас незаметно, но через лет 5 вы поймете, к чему это все придет. С точки зрения внутренней? Ну, не всесилен же он. Много от нас зависит. Мы сами должны научиться взаимодействовать с органами власти, которые так или иначе регулируют нашу жизнь. Ну и стараться быть более самостоятельными. Куда Владимир Путин ведет нашу страну? Вперед. Куда? Вперед. К светлому будущему. Все. Ну, к чему он ведет? Я думаю, к миру на земле, к равноправию, чтобы мы все были равны между странами. И к чему еще он нас ведет? Ну, к добру. Мы в него верим. Не знаю. Нет предположений. Хотелось бы каких-то перемен или вот чего-то нового, другого. Ну да. Думаете, получится когда-нибудь? Нет. Нам пора. Я надеюсь все-таки в хорошее будущее. Мне хочется на это надеяться. К победе. Какой? Экономической. Ну, посмотрим. Пока не особо радужно. Посмотрим, грубо говоря. А не думали уезжать из страны, где-то в другой стране попробовать свое светлое будущее построить? Уехать. Или остаться? Уехать только в Грецию можно. По корням. Все. Так, короче, ладно. На бутылку меня не сажайте. Владимир Путин молодец, на самом деле. Политик, лидер и боец? Согласен. Политик, лидер, боец. Бутылки не надо. Что с Россией будет, не знаю, посмотрим. Нет. Вы молодые, красивые ребята. Родились и выросли при Путине. Вот как думаете, куда он нашу страну ведет? В гору. Какую? Ее можно пройти, обойти или нет? Нет, надо через трудности пройти. Все будет хорошо, вы главное. Да, я думаю, что не делалось, все делается к лучшему, потому что иначе ради чего мы живем на этой земле? Чтобы все было хорошо. И я думаю, люди еще не сошли с ума настолько, чтобы погубить все то, что у нас есть. Да. Что дал нам Путин, дядя Вова? Что он вам дал? Для меня, я не буду говорить что, но все в порядке. Мне нравится, как я сейчас живу. Не знаю, куда он нас ведет, если честно. Я занимаюсь своими вещами, которые лично меня интересуют. Вот. Все, что сейчас происходит, я не могу сказать, что я отношусь к этому положительно. Вот. Очень моментами тяжело за всем этим наблюдать. Вот. Но я стараюсь на это не обращать внимания, хоть и тяжело, и просто заниматься своей жизнью и делать свое будущее. За темными временами всегда идут светлые времена, поэтому ждем и верим. Куда? Ну, не знаю. Куда-нибудь заведет. В хорошее или в плохое? Я пока понять не могу. Я не разобралась в этом. Ну уж 20 лет он у власти-то. Ну, хуже-то мы жить не стали. Ну, так в последнее время немножко. Как-то так, чуть-чуть по карману ударил. Он недавно сказал, что для того, что нужно подождать 10 лет для того, чтобы мы стали жить хорошо. Спасибо. Не подходит вам, да? Ну, я просто не проживу столько. Он говорит, надо еще 10 подождать просто. Мне коммунизм обещали, дали давно. Еще что-нибудь пообещать, не знаю. Вы не верьте обещаниям? Вы знаете, вот мне его политика изначально нравилась, очень нравилась. А сейчас? Сказать. Во всяком случае, он страну вывел на какой-то уровень, и за это ему, конечно, спасибо. А сейчас вот вам нравится? Сейчас я вот вам говорю, что я уже старая стала, я не могу разобраться. Точно. Для меня это сложно. Я пока не знаю. Куда Владимир Путин ведет нашу страну? Не могу ответить.
Я могу ответить за тебя? Ну нет, давай ты за себя ответишь, я знаю, что Хорошо. ответишь. Лично я в политике не шарю, как все происходит, я думаю, это к лучшему. Если что-то изменится, то это будет меняться только в худшую сторону. Пока что все хорошо. Ну, к чему это ведет? Я думаю, к какому-то абстрагированию, либо а-ля мировое господство, потому что мы абстрагировались сейчас от многих брендов, и поэтому получается так, что мы будем такой страной, в которой и так все есть, и так все хорошо, и там и свои бургеры, и свои Икеи, и все классно, без каких-то либо дополнительных средств извне. Не буду отвечать на этот вопрос. Я не политолог, поэтому мне тяжело в этом разбираться. Ну, менять-то нам всем что-то надо, нам здесь жить. Я с удовольствием радовалась бы, но пока радоваться нечему. Надеемся, что все будет только в лучшую сторону, но пока, увы, только в худшую. Пенсионерам очень тяжело жить, да. Надо пенсии повышать. 60 лет можно сделать пенсию? Спасибо. 60, Спасибо большое. 60 лет будет пенсия, да? Не знаю, надо у Владимира Путина спрашивать, он пенсионный возраст повысил, нет? Он, да, но сейчас же говорят, что будет 60, все за 60 лет-то. Кто за? Народ весь, да. Так а Путин против чего? Ну а почему он так сделал в 65-то? Не знаю, почему он так сделал, как думаете? А куда он нашу страну ведет? Я не знаю, куда он ведет. Не знаю. Отсутствие пенсии вообще? Скорее всего, да. А делать что надо? Что нам всем делать? Не знаю, что делать. Что-то наладится. А кто наладит? Ну, надеюсь, что Путин. Он недавно сказал по телевизору, что нужно еще 10 лет потерпеть, чтобы стало хорошо жить. Готовы потерпеть? Нет, я уже устал терпеть. А 20 лет он уже правит, терпеть устали, еще 10 ждать. И кто ж нам что тут наладит? Ну, придет очередной Ельцин, вам это надо? Нет кандидатов. Что делать? Не знаю, как-то жить. Как? Это такой вопрос философский. Ну, кто-то придет. За нас все решит? Ну, наверное, да. Так же не работает, так нельзя. Но сами мы ничего не можем решить в данное время точно. Кто в вашем понимании был бы хорошим правителем? Нет, ну теперь, конечно, они, если кто остался, их же, значит, десятки миллионов вычищали, в том числе и из моих предков. Так что, значит, сейчас с правителями хорошими туговато, но из таких, затрудняюсь сказать, но я там более-менее, какие-то есть люди, мелькают там иногда, там Глазьев, вот в тюрьму-то посадили. Алексей Навальный? Ну, Навальный, он тоже же марионетка, понимаете? Но и то получше теперешнего. Сейчас большинство этих самых, грубо говоря, электората – это маразматические старухи, которые имеют информацию только с телевизора. А большинство такой народ более-менее, он вообще телевизор не смотрит. Поэтому, конечно, сейчас с пониманием трудно. А я принадлежу еще к тому поколению, которое было, не побоюсь сказать, хорошо образованным. Поэтому, значит, я в меру сил тоже там и старался что-то такое когда-то сказать, ну и так далее. Ну и вас тоже благодарю, если вы, значит, ну, то, что можем, то делаем, а так будет, что будет. Правильно? Дурдом голосует за Путина, Путин точно наш кандидат.